О! Пошла вода в хату. Неужели я буду работать зимой в майке? Ребят, всем привет! Хочу заявить, так больше жить нельзя, надо что-то менять, по крайней мере, в моей мастерской точно. Наступили холода, и снова я отапливаю мастерскую вот такой газовой печкой открытого типа, но так дальше нельзя. Сейчас идет активное восстановление фрезерного станка. Какие-то детали я уже подготавливаю к покраске, шпаклюю, грунтую. Кто с этим хоть раз в жизни сталкивался, прекрасно понимает, какой сейчас стоит запах в мастерской. От шпаклевки, от всяких растворителей. Да и без этого при токарной обработке постоянно пользуюсь маслами, смазками. Все это попадает, естественно, в воздух. Дело усугубляется тем, что все эти продукты испарения активно сгорают, и дышать воздухом в мастерской вообще невозможно и очень вредно. Так что в этом году решил серьезно заняться отоплением в мастерской. Вот приобрел 2 батареи, также купил настенный газовый котел, вы его увидите чуть позже. В этом углу сейчас буду штукатурить, выравнивать стенку, как раз таки под газовый котел. Также нужно будет пробить отверстие, а всю электрику я буду переносить впоследствии в другое место. Ну а здесь внизу будет стоять 2 газовых баллона. Стенка очень неровная, внизу даже пришлось сбивать, видно, ее ложили на глаз, причем на очень кривой, а вверху получается очень-очень приличный слой. Местами доходит до 4 сантиметров. Но если я этого не сделаю сейчас, потом вряд ли я когда-то уже к этому вернусь. А остальная отделка в мастерской очень сильно зависит также от этого места. Закончил штукатурить угол, перенес газовую печку, надеюсь, сушка будет происходить быстро. Монтажом котла займусь после полного высыхания, ну а пока мне нужно пробить отверстие сквозное диаметром 100 мм для дымохода. Сейчас будем выдалбливать. Временно навесил котел, чтобы посмотреть, правильно ли я все рассчитал. Патрубком соединю котел с дымоходом. Если все хорошо, то уже зафиксирую дымоход в стене цементом. Как-то так. Примерка показывает, что нужно еще на 3 сантиметра поднять. Приподнял котел, теперь все отлично. Вот этот гофрированный патрубок доходит вот здесь, смотрите, до конца, до самого котла. И здесь тоже входит до упора. Вот сюда будет подсоединяться приток воздуха из этой же трубы. Труба коаксиальная, двойная. Внутри идет горячая часть, дымоотведение. А вот отсюда будет поступать свежий воздух. Соединяться будет также специальные гофры. Потом все покажу. Отлично, теперь можно фиксировать дымоход. Внутри я заполню пеной, а снаружи с 2 сторон заделаю песчано-цементной смесью. Важное замечание, ребят, отверстие нужно сделать таким образом, чтобы труба вот эта коаксиальная обязательно шла под наклоном на улицу, под небольшим наклоном. Если будет там скапливаться конденсат, образовываться, он должен стекать на улицу, а не в котел. Хотя внутри можно заделать и обычной гипсовой штукатуркой. Пока я установил 2 батареи длиной 1 метр, вот одна, и симметрично с другой стороны вторая. Повесил их в рабочей зоне, где больше всего провожу времени, за токарным станком, снимая для вас видосики. Надеюсь, этих 2 батарей вполне хватит на мою площадь. Моя мастерская где-то 25 квадратных метров получается. Чтобы опять все не двигать 1000 раз трубы, наверное, я буду проводить по подвалу. Так сейчас удобнее будет.
Итак, ребят, закончил я монтаж системы отопления и сейчас подробно вам постараюсь все показать. Подключил все патрубки отвода газов и подачу чистого воздуха. Штукатурка высохла, и стенку я даже зашпаклевал, чтобы потом уже не возвращаться к этому вопросу. Еще раз хочу повториться, не обращайте внимания на электрощит, он будет переноситься, пока у меня идет такой постепенный ремонт в мастерской. Я утеплю вот эту стенку и заложу ее кирпичом, и где-то здесь будет установлен электрощит. Подключил батареи. Можете видеть, выбрал нижнее подключение радиаторов. Честно говоря, посвятил этому вопросу изучению целый вечер. Мнения очень разнятся. Ну, для себя я выбрал этот способ, тем более, что КПД у него довольно-таки хороший. Плюс для меня очень удобный, потому что все трубы я решил провести по подвалу, чтобы они на этом этаже у меня не мешались. Ну и покажу вам, как выглядит разводка труб в подвале. Ребят, думаю, многим будет интересно, почему мой выбор пал именно на этот котел. Фирма Rinnai, это японский котел. Скажу сразу, это не реклама. Поехал покупать, как приспичило, то, что было в наличии в Ростове-на-Дону, чтобы не ждать, не заказывать. Было несколько критериев. Во-первых, он должен был быть экономичный. Обещали, что он один из самых экономичных. Мы это все еще проверим. Я выпущу по этому поводу отдельное видео. И во-вторых, самый главный критерий, чтобы в наличии были жиклеры под пропан, потому что сейчас там установлены под природный газ. Естественно, они не подходят, потому что у них разный диаметр отверстий. Под пропан, по-моему, нужно меньшее отверстие. Двухконтурный котел, ну, взял, может быть, у меня еще будет здесь вода когда-нибудь. По-хорошему нужно тоже озаботиться об этом. Надоело мне возить в баклажках сюда воду. И хотелось бы зимой тоже пользоваться горячей водой. В общем, сейчас нам нужно снять крышку и поменять жиклеры. Из того, что было в наличии в магазине, мне также понравились котлы Bosch. Тоже компактные, красивые, экономичные. Но там, к сожалению, не было вот этих жиклеров под пропан. На подачу холодной воды я поставил кран, через него я буду запитывать систему отопления, а на горячую поставил заглушку. Можно сравнить, вот эту гребенку я только что снял. И отчетливо видно разница в диаметре отверстий. У природного газа давление гораздо ниже в системе, поэтому и жиклеры диаметры отверстий гораздо больше. А в пропане, естественно, гораздо меньше. Гребенка под пропан на месте, все очень легко устанавливается, все позиционируется на штифтах. Кто не видел, покажу вот примерно, как устроен котел внутри. Там камера сгорания, это расширительный бачок. Для питания котла я приобрел отдельный небольшой стабилизатор напряжения. Установил штуцер для подключения баллона. Ну, пока газ подключать не буду, заполним систему отопления. Так как система отопления будет работать не постоянно, я приобрел теплоноситель, который до минус 30 можно эксплуатировать. Итак, приступаем. Чтобы заполнить систему отопления, нам нужно открыть краны подачи и обратки отопления, а также кран подачи холодной воды. И здесь еще открываем краник подпитки. Чтобы из системы выходил воздух, я по инструкции открываю вот этот кран. А также на обоих радиаторах открываю краны Маевского для выпуска воздуха. По манометру видно, что нормальное рабочее давление котла от 0,5 до 1,5 бара. Ниже 0,5 котел даже не запустится. Поэтому посмотрел в интернете, как ребята выходят из положения, если нету центрального отопления. Либо используют специальные насосы, либо можно купить вот такой недорогой опрыскиватель и с помощью нагнетания давления заполнить систему. Подключил я его к подаче холодной воды. Итак, вроде все готово. Не знаю, насколько я все это правильно делаю, но хочу сделать сам, разобраться. Если что, какие-то ошибки, пишите, ребят, в комментариях. Дополняйте, другим будет это полезно. О! Пошла вода в хату.
Вода даже сама заполняется. Здесь сбрасывается давление. О! Закончилась водичка, теплоноситель. Добавляем. Вроде рассчитал, должно 20 литров хватить. Кукры-биксы. Кукры. Ну что, у тебя тепло уже, все? Нет, только заполняю. Уже 5 литров в системе, продолжаем. Таким образом можно поднять давление, и вода будет сама, самотеком подниматься, заполнять систему. Сейчас покажу. Ну, сейчас теплоноситель сам по себе заполняется в систему. Воздух стравился, пошел уже теплоноситель. Закрываю кран. Теперь нужно поднять давление в системе где-то до 0,8 бар. Все. Закрываем кран. Закрываем подпитку. Проверю, не осталось ли воздуха в системе. Теперь я проверю абсолютно все соединения, чтобы нигде ничего не подтекало. Проверка не выявила никаких проблемных мест. Все герметично. Можно ставить крышку, подсоединять газ и пробовать запускать отопление. Кран подачи холодной воды я оставлю закрытым. И плюс дополнительно можно поставить заглушку, чтобы случайно никто не открыл. Ну что, друзья, вроде все готово. Включаю пульт. Заработал насос. Открываю газ. Котел сам включился, заработал. Видно, что горит пламя по красной лампочке. Температура теплоносителя сейчас подниму до 55 градусов. И буду контролировать температуру батареи. Также буду контролировать рабочее давление. Сейчас попробую еще открыть краны Маевского. Может, еще остался где-то воздух. Баллон с газом установил вот здесь. На нем у меня стоит дополнительно редуктор давления. Он сейчас в среднем положении. Ребят, 5 минут полет нормальный. Котел работает, греет теплоноситель. Специально стал поближе, чтобы вы послушали его работу. Работает очень тихо. Не знаю, слышно вам или нет. Есть один минус, недочет. Так сказать, уже выяснилось, что стабилизатор не справляется со своей задачей. Когда кто-то включает мощный компрессор, ну или сварка, это я не знаю, происходит скачок напряжения. И котел, вот как раз таки заснял, что котел отрубился по скачку напряжения. Так что, наверное, придется думать дальше, думать о какой-то системе бесперебойного электропитания специально для котла, отдельную линию какую-то, потому что так дело не пойдет. Вот я выключаю, включаю опять котел. Все, опять загорелось, и опять котел заработает. Но это извечная наша проблема здесь. Ужасная проблема с электропитанием. Постоянно здесь отключают свет. В 9 часов свет тоже выключают у нас, и мы уходим просто домой. Постоянно обрывает одну из фаз. Ну, короче, здесь такая проблема с этим, такая боль. Будем бороться. Так, стенка у нас где-то 15 градусов. А батарея уже 37 градусов, ребята. Еще раз проверю наличие воздуха в радиаторах. Все отлично. Сразу идет теплоноситель.
А на втором радиаторе было немножко воздуха. Ай, как уже приятно возле батареи. Ну что, ребят, пошло тепло в мастерскую. Надеюсь, это победа. И больше мне не придется пользоваться этой старой печкой и дышать над огнем. Кстати, хорошо будет не только мне, а еще моему другу Игорю. Вот эта стенка у нас общая. Она также будет прогреваться и немножко греть его. Поднял немножко температуру до 60 градусов. Котел уже работает без отключения где-то полчаса. Перекинул на другую фазу. Рабочее давление немножко поднялось до единицы. Ну и посмотрим спустя полчаса температуру радиатора. Здесь на входе 50, 47, 49, 50, 50, здесь 45, 41, 40, 40. То есть получается, теплоноситель горячий поднимается наверх, проходит и опускается. А здесь более холодная часть. 40, 50. На 10 градусов разница. Я безумно доволен. Котел уже работает где-то 2 часа без нареканий, без отключений. Температура теплоносителя 60 градусов. Он ее набирает, потом отключается, пока теплоноситель, температура его не упадет, огонь не загорается. Вот примерно такой принцип работы. Как только температура падает, он сразу включается. Температура в мастерской существенно поднялась, уже где-то 20 градусов. Очень приятно находиться. На улице где-то сейчас 2 градуса тепла. На этой теплой ноте у меня на сегодня все, ребят. Но для вас еще будет по-любому одна серия, я вам обещаю. После, наверное, месяца эксплуатации, когда ударят морозы, насколько хорошо греет котел, насколько тепло в мастерской, насколько это экономично или наоборот затратно по шуму, еще по другим показателям. Все подробно буду делать анализ, записывать, снимать видео для вас, а потом выпущу видео. Вы также можете в комментариях добавить, какие бы вы хотели услышать показатели по работе котла. Всем пока! Скоро увидимся. Неужели я буду работать зимой в майке?